Итак, мы продолжаем разбираться в механизме влияния пикап-технологий на нашу психику. Почему же пикап работает? На самом деле все до обидного просто. Человеком движут два базовых инстинкта. Сексуальный инстинкт или инстинкт продолжения рода и инстинкт самосохранения. Хотя в последнее время еще называют третий инстинкт власти. Хотя я считаю, что инстинкта власти не существует, но убеждена, что инстинкт размножения есть у каждого. Инстинкт – это как автопилот, когда ты сам себя не контролируешь. Инстинкт движет нами. Это происходит примитивно, грубо, достаточно просто, но часто очень даже эффективно. А все потому, что только человек, осознающий все свои действия и желания, свои чувства и эмоции, может противостоять манипуляции. Манипулировать сам и, соответственно, более изящно и эффективно добиваться результатов. Но ресурсных, самодостаточных мало. Потому изучение и применение подсознательных манипуляций человеком с целью пробудить или побудить его к чему-либо посредством его инстинктов – это самый действенный метод воздействия на людей. В наше бессознательное вмонтированы кнопки, нажав на которые можно усилить, пробудить, активировать инстинкт. Таким образом, сексуальное влечение не наш сознательный выбор, а чувство, которое мы ощущаем в результате нажатия наших кнопок в подсознании. Что это значит? Мужчина нам нравится, потому что своим поведением нажимает на эти кнопки. И вот этого многие женщины не понимают. Давайте разберемся. Есть несколько основных кнопок влечения, которые встроены в механизм полового отбора каждого мужчины и каждой женщины на Земле. 80% кнопок влечения мужчины срабатывают на внешность, как ценность женщины для размножения. И только 20% на ее ценность для выживания. Мужчина смотрит на нас, как на самок, способных воспроизвести потомство. Его включает в первую очередь красота женщины. Его кнопки настроены на определенные параметры: отношение ширины бедер к талии, размер и форма груди, симметрия лица и тела. Если женщина обладает этими качествами, мужчина чувствует влечение к ней. Это бесконтрольно, даже если грудь у нее силиконовая. Поэтому в современном мире появилась целая индустрия красоты по увеличению ценности женщины в бессознательном самца. А мы, женщины, другие. Прежде всего смотрим на показатели выживаемости. Только 20% наших кнопок ориентировано на внешнюю привлекательность мужчины, а 80% на его ценность для выживания. Мы выбираем мужчину с высоким показателем выживаемости. Мы хотим быть уверены, что этот самец сумеет обеспечить безопасность нам и нашему потомству. А значит, он как минимум должен превосходить нас в силе. Мы хотим чувствовать эту силу и инстинктивно тянемся к мужчине, который сильнее нас. В мире осталось так мало сильных мужчин, прописная истина нашего времени. Пикап – это и есть метод включения кнопок влечения женщины. Я изучила десятки книг, описывающих методы пикапа. До знакомства с миром пикапа я была убеждена, что социальный статус является главной причиной, по которой женщина определяет выживаемость. А теперь понимаю, что наш инстинкт можно включить намного проще. Наше бессознательное встроены кнопки, критерии, на основании которых наш инстинкт выделяет альфа-мужчину из толпы. Первый – это рост и осанка. Если я предложу вам на выбор двух мужчин, похожих в социальном и интеллектуальном плане, но один будет низкий, а второй высокий, какого вы выберете? Конечно же, высокого. Рост – важный показатель. Но мы готовы простить его недостаточность в обмен на здоровый образ жизни. Поэтому пикаперы не употребляют алкоголь, и у них королевская осанка. Осанка, расслабленные плечи сигнализируют об уверенности и отсутствии страхов. Второй – голос. Грудной низкий голос – первый и главный признак сбалансированного состояния психической адекватности и здоровья самца. Чем он ниже, тем лучше. У пикаперов именно такие голоса. Почему? Потому что они их тренируют и развивают. Третий критерий – юмор. Главный показатель интеллекта. Юмор демонстрирует скорость мышления. Вот почему нам нравятся мужчины с чувством юмора. И пикаперы умеют шутить. У них есть целый багаж заготовленных шуток, анекдотов, рутин и историй из жизни. Четвертый – талант. Показатель хороших генов. Поэтому каждый пикап-артист или фокус показывает, или рисует, или стихи пишет. Хотя еще не факт, что это его стихи. И последний, пятый.
Цель. Подумайте, если в мужчине присутствуют все 4 предыдущих качества, женщина способна забыть об отсутствии социального статуса в обмен на то, что у него есть цель. И еще в лепешку разобьется, чтобы ему помочь. «Мужчина с перспективой», скажет она. Когда нам нажали на наши кнопки, включается инстинкт, мы чувствуем влечение. Любой мужчина, обладающий этими качествами, может показаться нам альфа-самцом, которого мы ждали всю жизнь. Инстинкт размножения принимает решения за нас. Я называю это включение. Мы видим такого лже-альфа. Наши кнопки нажаты, эмоции включаются, логика отключается. Мы принимаем решение и потом оправдываем его. Иными словами, мы используем интеллект, чтобы оправдать действия, совершенные под влиянием эмоций. Мы начинаем оправдывать отсутствие социального статуса. Мы вообще начинаем его оправдывать. Наш инстинкт гасит понимание, что результатом присутствия всех этих качеств в мужчине должен быть его социальный статус. Инстинкт заставляет забыть об этом. Скажу больше. Присутствие в мужчине всех этих качеств одновременно уже должно быть подозрительно. Такое совпадение в одном человеке – большая редкость. Чтобы мальчик вырос в такого мужчину, он должен родиться не просто в семье, а в очень благополучной семье, где его развивают всесторонне. Это сплетение множества причинно-следственных связей, и тем более он будет иметь высокий социальный статус. В чем наивность женщин? Они никак не могут понять, что настоящий альфа себя так не ведет. Мужчина, который внешне демонстрирует качество альфа-самца, должен быть таким и внутри. И проявляется это в действиях. Альфа не станет признаваться в любви, а потом исчезать. И не бросит женщину в критический момент, даже если она ему безразлична. Альфа не станет не отвечать на звонки, и уж тем более никогда не скажет «ты же сама хотела» или «ты во всем виновата». А лже-альфа скажет, потому что не умеет иначе, потому что для него женские чувства – это технологический процесс и компенсация собственных комплексов. То есть на самом деле все, чему учат в пикапе, это быть лже-альфами с помощью НЛП и эриксоновского гипноза. А здесь противоречие. Внешне он прекрасный альфа, а действие у него всегда инфантильное. Причем распространяется его инертность исключительно на женщину. Обратите на это внимание. В работе он будет легко отстаивать свою позицию. А так не бывает, чтобы в работе не инфант, а в отношениях с женщиной все за него нужно делать. Инфант везде инфант. А поскольку сексуальный инстинкт у женщины еще более усилен материнским, то мы и получаем болезненный опыт, ведясь на технике пикапа. А все от того, что сколько бы мы ни говорили об эмансипации женщин, нами продолжает управлять бессознательное желание жить спокойно и рожать детей от самца получше. Поэтому ищите знания. Обязательно посмотрите следующие видео, в которых вы узнаете о том, как защитить себя. Ставьте лайк, жмите на звоночек и, конечно же, комментируйте, чтобы помочь другим пользователям узнать о манипуляции.